Всем привет! Сегодня отправляемся в еще одну бесплатную локацию. Немногие отдыхающие, кто приезжает в Мармарис, посещает данное место. Речь пойдет о старом городе Амос, к которому мы поедем через Турунч. До Турунча можно добраться двумя способами. Первый очень необычный, это морское такси. Всем любителям катания на лодочках. Отправляется от пристани в районе памятника Ататюрку. Рядом с лодкой будет стоять баннер с надписью «Такси Боат». Поедете с заездом в Ичмелер. Можно доехать только до Ичмелера, либо до конечной станции Турунч. Второй вариант стандартный на обычной маршрутке. Быстро и недорого. Вдоль отелей есть улица, по ней проезжают все маршрутки. Ждем ту, на которой будет написано Турунч, и садимся. Стоимость проезда непонятная, потому как туда мы ехали за 9 лир, а обратно за 10,5. Но это все было вроде бы как официально. Цена была показана на экране. Возможно, именно в этот час изменилась стоимость. Кто его знает. Мы поедем на маршрутке. С подъемом в гору. Это, конечно, не круиз по морю, но виды открываются не хуже. В этом году были страшные пожары, большая территория была охвачена огнем. Последствия вы можете увидеть на экране. Но погода здесь хорошая, поэтому я думаю, скоро все восстановится. Ехать меньше получаса. Выходим в Турунче. Водитель высадит вас там же, где остановка до старого города Амос. Только будьте внимательны, маршрутки ходят туда очень редко, примерно 3 раза в день. Поэтому планировать свое путешествие нужно заранее и аккуратно. Если у вас есть время, рекомендую посетить и сам Турунч. Маленький городок с отличным галечным пляжем с чистейшей водой. Здесь можно и понырять, посмотреть рыбок. Вода шикарная, и по сравнению с пляжем Мармариса он намного круче. Есть муниципальная часть пляжа, где даже были зонтики и переодевалки, и пляжи, которые принадлежат отелям и барам.
После просмотра Турунча мы садимся в маршрутку и отправляемся в Амос. Проезд стоит всего 5 лир. Водитель высаживает напротив города. Переходим дорогу, и перед нами стенд с описанием. От Амоса, конечно, мало что осталось. Либо еще не все нашли, откопали, так как работы велись даже когда мы посещали его. Но полюбоваться видами со скалы вполне себе интересно, тем более, что вход бесплатный. Амос. Название произошло, возможно, от греческого слова «песчаный». Древнегреческий город в Карии. Руины Амоса находятся на мысе Асарджик, возвышающемся над бухтой Кулумбук, поблизости от города Турунч, небольшого городка на западном берегу бухты Мармариса, в юго-западной части современной Турции, в Иле Мугла. Амос был основан дарийцами, выходцами с Родоса, вероятнее всего из Линдоса, не позднее 7 века до нашей эры. Об этом свидетельствуют эпиграфические находки. В 5 веке до нашей эры Амос вошел в состав Делосского союза. Также известно, что Амос входил в состав сообщества «Люди полуострова», который позже трансформировался в экономический союз. Однако, кто еще входил в это сообщество и о каком полуострове идет речь, доподлинно неизвестно. Наиболее вероятным кандидатом на роль этого полуострова считается полуостров Лорима, который принадлежал Родосской Пирии. Когда последние жители покинули город, неизвестно, но есть основания предполагать, что это произошло в римскую эпоху. В результате археологических раскопок на мысе Асарджик были обнаружены остатки городских стен Амоса, выполненных по технологии полигональной кладки в IV веке до нашей эры. Лучше всего стены сохранились с северной стороны мыса, где они возвышаются на 3-4 метра. Сохранилось 5 башен, все цельные, кроме одной. В северной стене есть одни ворота, которые, вероятно, являются главными городскими воротами. Исходя из типа использования кладки, строительство первоначальной стены было датировано IV веком до нашей эры. Из городских строений следует выделить руины театра, вмещавшего приблизительно 1300 зрителей. В 1948 году археолог Бин обнаружил в районе Орхистры жертвенник Диониса. На вершине холма к западу от театра можно увидеть несколько фрагментов эллинистической круглой или полукруглой основы статуи. Западнее театра найден фундамент небольшого храма 6,8 метров в ширину и 13,8 метров в длину, посвященного, скорее всего, Аполлону.
Некрополь расположен в непосредственной близости от города надлежащего, к северу от городских стен. На местности видны несколько высеченных в скалах гробниц, а также некоторые надписи и фрагменты монументальной архитектуры. Данная достопримечательность не уступает платным, поэтому я всем ее рекомендую. Вы прикоснетесь к древним руинам старого города, посмотрите на отличные виды и просто хорошо погуляете. На этом наше путешествие подходит к концу. Подписывайтесь на канал, чтобы вас было больше и было больше энтузиазма для создания роликов. Всем спасибо и пока-пока.